Лето 2025-го. В отпуске на заграничном пляже вы можете оказаться рядом с военным, бежавшим от пуль. Это Черногория – маленькая туристическая страна южнее Сербии. И на одном из этапов своего побега мой герой, российский дезертир Георгий, тоже оказался здесь. А его личная история оказалась важным и очень ценным свидетельством того, что происходит с тысячами таких же беглецов. Авелиани Георгий, 47 лет. До войны жил в Москве, руководил строительными проектами, инженер. До войны поступил и в духовную семинарию, хотел еще стать учителем, верующий. Был мобилизован в октябре 2022 и отправлен воевать. Mats, are you doing to exhibition tomorrow? Yeah. Людмила asked to help. Maybe we can go with you. Yeah. That'd be nice. Mm-hmm. I don't know what time. I'll figure it out. It's the place I love to visit. You know, it's called Freehands, but I don't speak about war. In a hard time, you tend to be more focused on human qualities, you know. В Черногорию Георгий прилетел из Турции. До Турции жил пару месяцев в Грузии. До Грузии скрывался в Узбекистане. В странах бывшего СССР такому, как он, нигде не безопасно. Там нет возможности получить убежище, легализоваться, могут выдать российским властям. Шведский художник Матс Нордсторм случайно встретил Георгия и позвал к себе строить бассейн на вилле. Принеси валик, пожалуйста. Там же и приютил на время работы. На черногорской стройке вместе с Георгием оказался и бежавший от мобилизации Салават Вахитов. Художник, кинематографист с дипломом в ГИКа и камерой. У меня вообще было 3 пути, 3 варианта, кем становиться после школы. Я мечтал быть поваром, я мечтал быть историком. И такая приземленная, но тоже мирная профессия – это строитель. В результате стал строителем. Мне родители сказали, иди в строители. Давай на бассейн строим. Ну и так совпало, что ему нужно бассейн, я в этом специалист. Иногда Салават снимал хронику рабочих будней и расспрашивал Георгия о том, что с ним случилось на войне. В октябре 22 года, в конце октября, мобилизация уже шла, в сентябре началась. Позвонили в военкомат, сказали, так, Георгий, что приходите, там надо вам в военкомат явиться, мобилизация идет, мобилизовывать не хотим, не будем, но вам надо на учет стать, потому что я когда переехал, на учет не вставал уже. Нужно, значит, штраф вам будет, зачем это надо, просто придите, отмените, все идете, все, мы вас не призовем, у вас возраст, там 44 года. Хожу мне раз, мне повестку дают, я говорю, что за повестку? Повестку на войну, мы вас мобилизованы, вы что, устроили, что ли? Куда вы мобилизовывать-то меня? Нет, вы подходите по мобилизационному возрасту, все, а как же так, Что исторически мобилизация детей. Я всем пофиг. Я им там начал ругаться, кричать, права качать, они уже все, я уже с военкомата и не вышел. Вообще не вышел? Вообще не вышел. Про мобилизацию обманом рассказывают многие дезертиры. Больное сердце, ограниченно годен, службу в вооруженных силах никогда не проходил.
отец 3 детей. 11 ноября 2022 Георгий оказался в зоне боевых действий в Луганске, в районе Сватово. Через неделю таксисты показали новому солдату лазейку, через которую бегут дезертиры. Таксист нас довез до места, пальцем показал, туда он идите. Через колючку перелезть, там колючка такая, одно слово, просто колючка. Перелезете вы в России. Нормально. Мы там по двое разбились, пошли. И когда уже перелезли через колючку, вертолет из ниоткуда появился. Такая местность, вся изрезанная воротами, балками, холмами. То есть буквально из-под земли выскочил. А это, скажу тебе, так достаточно далеко от фронта, километров 25-30, наверное. То есть там врагов нет. Мы с парнем как-то встали, но я считаю, нас Бог спас. Просто Бог спас, потому что он нас так вот двое облетел, нас вдвоем, и не заметил. А второго, их парня, они прямо стреляли. Насмерть, конечно, не зависли над ними. Из пулемета бортового стреляли, потом снизились, еще добили их, контрольные сделали выстрелы. И дальше полетели. И мы стоим, глазами хлопаем, понять не можем. Что это такое? Вроде не враги, а там позиция, как вертолет, не так, что он там с какого-то километров стрелял, еще там метров 100 было. То есть он не увидеть, что ты без оружия не может. То есть, то, что ты вот в форме в российском идешь, то, что ты без оружия, он это не увидеть невозможно. То есть там пограничники подъехали, потом через минут 30, наверное. Туда съездили, посмотрели, потом к нам подъехали, нас приняли, мы уже не убегали, не сопротивлялись, и так вот поймали. И потом в тюрьму? Тюрьму, подвал. Там место такое из Зайцева. Вот у Зайцева привезли в подвал. Туда у всех таких, как беглецов, привозят. Избивают. Там, ты сидишь там, тебя почти не кормят, в туалет не водят, курить не дают. То есть ты сидишь в подвале, в каменном мешке, и все, такой без связи на небо, что там один раз, когда в туалет выводят, на 5 минут посмотришь, и все. Меня 2 раза на расстрел водили. Как это? Выкопать яму, все, мы тебя расстреливают, не наш боец, никто тебя здесь не найдет, ты убежал, все, никто тебя без вести пропавший, до свидания. Геами ставят, там за спиной слышишь, затвор передергивает. И такой холостой спуск. Чего? Испугался, обосрался. На следующий раз не передумаешь по-настоящему. А потом сидишь в подвале и слышишь бах-бах. Кому-то, видимо, не в холостую порог спустили. Георгий отсидел в подвале 11 дней, затем его отправили в штурмовой отряд. Чаще его называют отряд смертников. На передовой буквально через 2 дня был момент. Саперы разгружали взрывчатку, обстрел, все взорвалось. Контузия позвоночника, перелом ноги. Георгия отправили в госпиталь в Россию, но по пути был снова обстрел. Водитель высадил, не довез. Тогда раненый своим ходом поехал в Москву. Год скрывался в России, но поймали и отправили уже в Калининград, в другую сборную роту, но по сути тюрьму. А там командир полка строил дачу одному майору, который был в это время в Украине. Брал арестантов в строители. Там Георгий сбежал 2-й раз. Перелез через забор, переоделся и улетел на самолете. No. Did you already eat that bone? It was nice when you were quiet. Завтра закончим. Я все переживал, что не успею. Прилив единственное, пустынку в уа придется это затирать. Затирать?
Получается, завтра закончим, а послезавтра выходной, Да, пятницу выходной. и в субботу ты уезжаешь. У Георгия, в отличие от большинства бегущих с фронта военных, был загранпаспорт. Ты взял там сигареты? Да, взял. На стройке бассейна смог заработать на путь дальше и зимой 2025-го решился добраться в Европу. Право на убежище в странах Европейского Союза закреплено фундаментальными законами. Само по себе уклонение от службы в армии считается уголовным нарушением, но еще в 2006 году Европейский суд по делам беженцев признал, отказ от службы в армии, которая участвует в войне, противоречащей международному гуманитарному праву, может стать правом на защиту. Сараево? Давай, счастливо. Все, обнимать. Дай Бог, чтобы все сложилось. Георгий решился бежать в Европу без виз через соседнюю Боснию, сперва в Хорватию, ближайшую к Черногории страну ЕС, и там пешком идти через границу. Германия, Берлин. Германия все еще остается одной из самых популярных стран среди беженцев в Европе. С 2015-го здесь действовала либеральная миграционная политика и были открыты двери сотням тысяч мигрантов. Ужесточается, но все еще действует свой Асylgesetz – закон об убежище. Георгий смог сюда добраться. Вы приехали, Оксана, с детьми в Боснию тоже, да? Да, я приехал в Боснию, в Сараево. Ну, мы с Оксаной встретились в Сараево, там, и сели там на такси, приехали в этот городок. Ну, через всю страну проехать, потому что Сараево на юге, а пункт пропуска на севере страны. Есть, как я понял, две лазейки, две дырки, скажем так, в Евросоюз. Вот. Это вот в Хорватии и в Марокко. И здесь можно прийти на границу, вот, попросить на пограничном пункте азюль, причем тебя, тут, видимо, не знаю, какая-то у них договоренность есть или еще что-то такое, то есть тебя из страны, вот именно вот боснийцы, они выпускают без шенгенской визы, хотя ты в шенгенскую страну идешь, да, хотя вот, по идее, выпускать-то не должны. Вот. Но, видимо, какие-то у них там вот, договоренности есть, что вот на этом КПП мы как бы вот пропускаем азюлянтов. Такое международное слово означает убежище. Ну, какую-то простейшую анкету мы заполнили, там типа как тебя зовут, как зовут твоих родителей. Ну, там с нас взяли отпечатки пальцев, сфотографировали всех. Да, дали бумажку в хорватский лагерь для беженцев. А у вас вот хоть кто-то в Боснии или уже в Хорватии спрашивали, а вы вот вообще, ну вот русский, а кто, что? Пытались что-то узнать подробнее? Нет, ничего не спрашивали, только вот таксист, который нас вез, просто этим путем в основном пользуются чеченцы, там вот в самой Чечне там жизнь еще хуже, чем, скажем так, чем можно представить, и этим путем в основном там 90% идут чеченцы этим путем, такая проторенная дорожка. Вот. Ну, единственное, там таксист там спрашивал русский с России, чечен, я говорю, нет, не чечен, он такой удивился, не чечен, да, я говорю, нет, не чечен. А почему вы не остались в Хорватии? Европейский же союз. Они, таких дезертиров, как я, они стараются у себя не держать и беженство не предоставлять. Ну и все, как бы вот ждите, сидите. То есть мы в этом случае равны со всеми просителями убежища. И вы находитесь сейчас в самой начальной, самой тяжелой стадии, правильно я понимаю? Да, тотальная неизвестность. Это классическая российская семья инженеров.
Женились в далеком 1999-м, 3 детей. И вот почти через год скитаний семья Георгия оказалась просителями убежища в немецком лагере для беженцев Темпельхоф. Так, ну вот здесь мы живем. Улицы такие вот, улицы из вагончиков. Так, ну вот прямо вот здесь вот детская комната. Тут тоже воспитательницы такие неплохие, хорошие. Мелкий туда, вот он прям как ему так там очень нравится играться, там игрушки. Он прям очень расстраивается, если он опаздывает, они в 10 часов открываются. Но он прям туда стремится, бежит. Вот они до обеда, с 10 до обеда работают. А Ира в школу ходит. Вот, Ира в школу ходит. Ну вот детишки, вот как раз детская комната закрылась, вот, и они вот вышли играться к обеду. Ну вот здесь вот столовая, я не знаю, можно снимать, нельзя снимать. Ну вот здесь нас кормят, вот раздача пищи. Тут чай, кофе, кипяток. Вот, Ну пойдем, чтобы людей не смущать, потому что обед начинается. Они, наверное, мы сейчас будем людей, наверное, смущать. Вокзал аэропорта Темпельхоф – место само по себе легендарное. Выстроен в 30-е годы прошлого века как символ мощи нацистской Германии. После войны находился под контролем США, долго обслуживал гражданские рейсы, закрыт только в 2008-м. Через 3 улицы санитарная зона. Здесь вообще администрация неплохо старается. Тут душевые, а дальше вот санузлы туалетные. Бывший аэропорт был превращен в один из крупнейших приемных центров для беженцев во времена еще миграционного кризиса 2015-го. Сейчас здесь живут почти 2000 человек. Вот так, да, нет, тут в целом нормальные, культурные, приятные люди живут. Вот. Ну вот здесь вот мы живем, такие достаточно спартанские условия. Вот. Двухъярусные кровати. А где ваша кровать? Мы с мамой, с женой внизу спим, детишки наверху спят. Ну, вот, несмотря что кажется, что вот, достаточно скромно, бедно живем, но все базовые потребности закрыты, да? Дали крышу над головой, обеспечили едой, там дают карманные деньги. Я, естественно, в России я все-таки занимал такую какую-никакую должность, да, я там жил, у меня уровень жизни был несоизмеримо выше, но тем не менее это я понимаю и ценю то, что у меня есть. Kesselsdorfstraße. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. Mal an. Wir haben jetzt, haben jetzt in Aufgabe 15 haben wir auch ganz viele Präpositionen. Ne? Also, ich meine, das steht hier auch, das habt ihr hier. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Ja. Oh, dir? Ja. Wie bitte? Vor. 3 Jahre. Das hier ist zusammen mit bis. Von bis. Ja. Das ist immer auf die Frage, wie lange. Ne? Wie lange? Also Miriam macht, was meint ihr jetzt? Die, ein E, ne? Ja. Der, die, das. Das. Ja. Hm? Jordi. Du hast doch auch geheiratet, oder? Ja. Ja. Nein. Hast du eine Frau? Hast du eine Frau? Ja. Nein. Ja. Wir können ja mal zusammen machen. Wir machen die Übung mal zusammen.
Moment, ja, Moment. Ja, einen Moment, ja. Ja. Обязательные уроки немецкого для просителей убежища бесплатно тоже даются сразу. В Германии сразу действует политика интеграции. Вы говорили еще, что там были заградотряды. У штормов именно за спиной. Тогда это как бы про это не говорили открыто. Стоит вот, грубо говоря, перекресток дорог, блокпост там какой-то, и там стоят люди, туда пускают, обратно не пускают. Те вот послали, вот надо взять вон туда, допустим, вот лесополк, вот оттуда начинают стрелять, да, ты, ну, естественно, у человека желание, как бы, ну, сопротивление, там, отступить надо, а те начинаешь отступать, в тебя начинают с другой стороны стрелять, то есть, ну, кого-то. То есть за людьми, которые идут в шторм, это реально стоят заградотряд? Да. Это реальность войны, то есть. И сейчас у каждой части есть там свой там подвал, там свое место для наказания всевозможных людей. Там, да. Там потом напишут, что либо человек пропал без вести, либо погиб. То есть, ну, чаще всего пишут, что он без вести пропал. То есть, привезли, через 2 недели тебя на смерть посылают. Ну, что ты за это умеешь? Там, ну, покажут дикую руку автоматы, да, как пулять в ту сторону. Ну, это же не умение, это же не обучение. А вы были на передовой? Да. Долго? 2 или 3 дня там был. Да. И вы видели вот эти прям заградотряды? Да. А лица помните? Просто интересно, человеческое лицо. Ну, помню, а что? То есть просто человек. Просто человек. Как вы себе видите лучшее какое-то дальше ваше будущее здесь? Вот если так помечтать, но опираясь на реальность. Ну, если помечтать, то это нас признают беженцами, ну, вот если вот это лучшее, да, нас признают беженцами, то есть, да, вот, что нам дадут политическое убежище, но вот это было бы лучше, потому что это даст возможность, ну, без страха на бюрократические там препоны, ничего, что такое, строить свою жизнь. А худший вариант? Худший вариант – это то, что нас, образно говоря, там сегодня-завтра сцапают и вышлют в Хорватию. Ну, слова словами, а ведь вот если брать международное право юридическое, да, то никто же ведь Путина так по большому счету агрессором-то не придет. Нет, ты зря говоришь. Нет, подожди, чтобы собрался, там, допустим, какая-нибудь международная конвенция, там, сказала, что это война захватническая, там, официально объявили, этого уже нет, это просто слова. Нет, они подписали 2 дня назад что-то. Если эту войну признают захватнической, несправедливой, тогда вот это вот прощай оружие, да, это было бы действительно юридически обязывающим его признаком давать убежище. Так это только вот как бы хорошо, ну вот этим людям так уж и быть, и то не всем, а вот то вот нам умудрится добежать. А то умудрится добежать, он только может добежать нелегально. А раз нелегально пробежал, мы его еще не дадим. Потому что, ну, не то, что не дадим, а еще будем там смотреть. На актуальной практике. Если человек отказался служить из-за войны в Украине, считая ее незаконной, шансы на убежище в Германии у него есть. На это надеялась вся семья Георгия, решившись на беженство. И вместе с рассмотрением дела в жизни Георгия началась и череда интервью журналистам, европейским. И есть куча людей, которые вот не хотят воевать, да, а вот из-за таких вот политических решений или, наоборот, отсутствия политических решений, да, эти люди, а их тысячи же, кто вот в России отказался воевать, да, вот их ловят, и у людей, в общем-то, другого выбора нет, как сесть в тюрьму, потому что они никому не нужны. Какие есть новости по вашему запросу убежища? Расскажите, Георгий. Пришло письмо о том, что Германия не будет рассматривать наше дело, потому что мы попали в Германию через Хорватию, и согласно Дублинскому соглашению за нас отвечает Хорватия. То есть у вас еще даже не было полноценного, получается, рассмотрения стороны Германии всей вашей истории? Нет, не было. Еще пока никто не спрашивал про нее. Спрашивали, кто вы? Русский? Нет, не спрашивал. Вообще ничего? Вообще не спрашивал. Как вы думаете, это такая простая система или им реально все равно? Я думаю, для системы все равно. Германия наше прошение приняла, вот, и вынесла вердикт, что есть Дублинское соглашение, и нам следует отправиться обратно в Хорватию.
Ну, но есть такая как, лазейка или в соглашении есть пункт, что если человек легально пробывает в той стране, во второй стране полгода, 6 месяцев, то, в общем-то, ответственной за него страной становится страна, где он эти полгода прожил. Вот мы сейчас тут ждем, когда у нас кончатся эти полгода, и чтобы за нас стала ответственной Германия. При том, что ваш кейс всего лишь рассматривают, вам дали жилье. Да, нам дали жилье. Вы можете здесь находиться. Да, я могу здесь остановить, потому что стандарты человеческой жизни, человеческие потребности, они допустим, в цивилизованных странах, в развитых странах, скажем, не цивилизованных, а в развитых странах, они выше, и то, что они нам дают, это просто считается минимальными человеческими потребностями. Нас могут депортировать, то есть этот депорт, он может случиться, то есть пока нет, мы подали обжалование, чтобы немножко время потянуть, но тем не менее угроза депорта у нас есть. Задача продержаться сколько еще месяцев? Еще 2,5 месяца. Вот так вот. Да. Дублин или Дублинский регламент – это порядок, который устанавливает, какая именно страна Европы ответственна за рассмотрение прошения. Обычно та, куда человек попал впервые. Дезертиры из России не могут прилететь в Германию напрямую. Поэтому, говоря просто, оставшиеся дни Георгий вынужден теперь скрываться от миграционной службы Германии, чтобы его не застали в лагере, когда придут депортировать. Воздухоплаватели. То есть это прямо вот здесь, на этом поле? Да. Здесь же было, даже станция метро называется, Параденплац. Параденплац. А вы понимаете, что написано? В августе 1909 года самолет Люфтцик LZ-6 с 2 двигателями Daimler-Benz, это уже Daimler-Benz взлетел в поле Чемпельхов, это первые самолеты. Видите, это дорога, это объездная дорога, которой самолеты водили, а 2 взлетно-посадочные полосы. И лагерь, получается, ближе к зоне, к аэродрому. В аэродром, тут самолеты парковались. Изучаете, наверное, сейчас историю Германии. Да, интересно. Вот аэропорт Темпельхов, на этом поле были лучшие достижения Люфтваффе, в 30-х годах показывали, тоже такие были огромные выставки, парады, то есть на трибуне Гитлера, где оно? Сейчас тут люди самолетики запускают, бегают, вашего режима нет, тоже всех причесать хотели. И украинцы, и россияне бегущие. Все здесь. Все здесь. Нет, наверное, спать лег. Салават, привет. Никак до тебя дозвониться не могу. Анна приехала. Спасибо тебе огромное за подарок. На самом деле, от души очень поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего, чтобы у тебя все получилось, с документами с твоими, если водишься, позвони, и ты поговорим, пообщаемся. По оценке правозащитной организации «Интранзит», Георгий – один из всего лишь 50 российских дезертиров, кто смог добраться до Евросоюза и запросить убежище. Одобрение получили лишь несколько человек во Франции и еще несколько в Германии. Остальные ждут.
По подсчетам правозащитников, до 10 тысяч бежавших с российско-украинского фронта солдат оказались теперь нелегалами за пределами воюющих стран. Они скрываются в Армении, Казахстане, Черногории, много где. Но домой точно не вернетесь. Нет. Большинство из них уже очень долго живут в невидимом статусе, без нормального источника дохода. Как-то живут и ждут права на въезд туда, где их полноценно примут. Оставлять таких травмированных людей без внимания значит не понимать, что это очень опасно для общества в любой стране. Вторая серия скоро.